Продолжаем делать медведя. Начнем с установки глаз. Я использую обычные черные бусинки и с помощью очень прочной нитки, которая не порвется, и большой иголки присоединяю их к голове. Завожу иголку в нижнюю часть середины головы и вывожу ее в первую отметку для глаза. Надеваю бусинку на нить и возвращаем иголку в начало. Следите за тем, чтобы нитка под бусинкой не перекрутилась. И вывожу иголку во вторую отметку для глаза. Также цепляем бусинку и увожу ее в исходную точку. Делаем нитками утяжку, смотрим, что расположение глаз нам нравится, они симметричны, расположены ровно. И завязываем несколько узелков, слегка утягивая голову. Теперь пришьем голову к туловищу. Потайной шов должен остаться на спине. Определяем место крепления головы и пришиваем крупными стежками. Этот шов нам нужен для того, чтобы посмотреть, ровно ли голова сидит на туловище. Прошиваем второй раз уже мелкими стежками. Пришивайте плотно, чтобы голова не оторвалась. Ножки и ручки будем прикреплять с помощью пуговичного крепления. Определяем места крепления ножек и захватываем примерно сантиметр ткани и синтепуха ровно посередине ноги. Выводим иголку в исходную точку и симметрично прикрепляем вторую ногу. Теперь определяем места крепления пуговок. Проводим иголку насквозь, цепляем пуговку и выводим иголку назад. Симметрично прикрепляем вторую пуговку. Выводим иголку в исходную точку и затягиваем нитки. Притягивайте ножки посильнее, чтобы они не болтались. Делаем несколько узелков и прячем концы ниток внутри игрушки. Пришиваем ушки. Делаем складочку посередине внутренней части ушка и закрепляем ее нитками.
Делаем загиб вовнутрь примерно 5 мм и закрепляем наметочным швом. После того, как вы подготовите оба ушка, нужно определить их места крепления. Я их буду пришивать примерно на месте выточек головы. Прикалываю булавками и проверяем симметричность. Если все хорошо, начинаем пришивать потайным швом. Пришиваем второе ушко и убираем наметочный шов. Для вышивания носика я использую мулине. Я его не разъединяла. Определяю место для носика, делаю вертикальные стежки длиной примерно 5 мм. Делайте стежки до тех пор, пока у вас не останется на носике пробелов. Не отрезая нитку мулине, вышиваем ротик.
Для вышивания бровей вытягиваем из пасмы мулине 2 нитки. Определяю места бровей при помощи булавок и делаю пару стежков. Подвожу нить ко второй метке и также делаю пару стежков. Украшаем медведя бантом и все. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Если что-то непонятно, задавайте вопросы. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока.